Сегодня у меня на ужин вот такое красивое блюдо. Как назвать его, сама не знаю. То ли это ленивые пельмени, то ли манты или манты, или же это такие вот розочки с мясным фаршем. В общем, результат перед вами. Если вам интересно, как я работала, оставайтесь, приготовим вместе. Значит, для теста я использую муку, растительное масло без запаха, соль, яйца и кипяток. Можно использовать одно яйцо, но у меня остались желтки, так как я делаю торты. И если вы впервые на моем канале, зайдите на второй канал, ссылочка внизу под видео. Там вы сможете посмотреть, какие торты я делаю и украшаю. Так вот, в чашу я добавляю 3 желтка. Еще раз повторюсь, можно взять просто одно яйцо. 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Щепотку соли. Так вот по вкусу, чтобы тесто было соленовато. Скажем, по вкусу соленое. Все хорошо перемешиваю. И теперь добавляю муку. Сейчас немножко перемешаем. Но это для того, чтобы не сварился желток, яйцо. Вот, немножечко. И постепенно начинаю, не постепенно, а прям выливаю кипяток. И все хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Сюда же высыпаю муку и завариваю тесто. Сейчас вот немножко перемешаю и сразу отправляю взбиваться в блендер, потому что, ой, миксер, ну, чтобы замесилось тесто. Вот так. Всего лишь немножечко промешаю, чтобы не пылила мука. Вот оно уже тесто. Сейчас я его подмешиваю на столе. Как видите, муку абсолютно не использую, оно не липнет к рукам. Очень хорошее, податливое. Так как использовала одни желтки, тесто желтое. В общем, тестомесу моему сложно месить такое количество теста, поэтому я немножечко подмешала. Вот когда вся мука соединилась, сразу достала и сейчас вымешиваю на столе. Собственно, это можно сделать и без тестомеса, но я решила сделать так сегодня. И сейчас еще повымешиваю немного теста, буквально полминутки, и все. Такое оно красивое, очень мягкое, податливое. В общем, подвымешивала его. Сейчас накрываю пищевой пленочкой, пускай немного отдохнет, а сама займусь начинкой. В начинке у меня будет фарш, лук, черный молотый перец и соль. Все. В данном случае я больше ничего не хочу, но это на любителя. Если хотите, добавляйте специи, которые вам нравятся. Насыпаю по вкусу черный молотый перец и подсаливаю тоже по вкусу. Все хорошо перемешиваю. Кстати, лука я взяла в 2 раза меньше, нежели фарша. Собственно, на всем фоне получается, что лука много. Мне нравится так больше, а фарш получается сочнее. Теперь в сковороду отправляю лук и морковь, поджаривать до золотистой корочки. Ну а пока овощи будут поджариваться, я займусь приготовлением будущих розочек. Пока занималась овощами, тесто уже постояло, оно немножечко отдохнуло, отошло, сейчас очень мягкое и податливое. Выкладываю на стол, и теперь при работе на столе я буду немножечко припылять мукой, для того, чтобы тесто не прилипало. Хотя оно на самом деле очень такое податливое, как видите, оно абсолютно не липнет ни к рукам, ни к поверхности стола. Теперь моя задача максимально тонко раскатать весь пласт. Теперь возьму такой вот круг и выдавливаю кружки. Так, у меня осталось немного теста. Я снова его отправляю в пищевой пакетик. Пока я обработаю это тесто, вот обрезочки немного полежат, они отойдут и будут мягкими. Будут в дальнейшем очень хорошо поддаваться раскатыванию. Ну а теперь перехожу к формированию непосредственно розочек. Сейчас освобожу себе место. И вот таким образом начинаю формировать розы. Значит, смотрите, уложила 5 кружочков.
Сюда выкладываю фарш. Теперь немножко заворачиваю вниз и проворачиваю, делаю розочку. Вот такая она получается. С-под низу все закрыто. Вот. И пока отставляю в сторону. Значит, так, лук с морковью поджарила, полностью у меня уже готовы розочки. И теперь на эту вот овощную подушечку я начинаю усаживать вот такую красоту. Как видите, пока я их делала, вот первая, вот сейчас возьму первую, она у меня стояла, с ней абсолютно ничего не случилось, она никуда не разлезлась, как держала форму, так и держит. И вот так вот укладываю. Сейчас готовлю заправку. Сюда я использую воду 250 мл, 250 мл томатного сока и 3 столовые ложки сметаны. Подсаливаю по вкусу. Специй я уже сюда никаких не добавляю, потому что у меня фарша достаточно. Но можно добавить, это на любителя. Хорошо перемешиваю и заливаю наши манты розочки. Вот такая вот красота у меня получилась. Точное количество ингредиентов укажу в конце видео или же внизу под видео тоже можете найти. Значит, сейчас отправляю на огонь, накрываю крышечкой и с момента закипания оставляю на 15-20 минут. Буду пробовать и смотреть по готовности. Вот такая красота получается. Под стеклом мне очень хорошо видно. Значит, с момента закипания я убавила огонь и оставляю протушиваться минут на 15-20. Тесто готовится быстро, но здесь много мяса, поэтому пускай протушится. Ну и вот здесь точно так все тушится. Такая вот красота, вкуснятина будет сегодня у меня на ужин. Вот и все, таким получился результат. Сразу хочу сказать, получилось неимоверно вкусно. Конечно же, интересно и оригинально в оформлении. Если есть желание, попробуйте приготовить. Возможно, этот рецепт поможет разнообразить ваше меню. Но сразу хочу сказать, что лучше есть в горячем состоянии. В холодном это как обычные холодные пельмени. Но кому-то нравятся и такие. На этом заканчиваю видео. Если понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, оценивайте результат, пишите комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.